Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим хроническую почечную недостаточность у кошек. Это состояние очень часто встречается у домашних кошек старшего возраста, хотя иногда это состояние встречается и у котят, породы которых предрасположены к развитию хронических заболеваний почек. К таким породам относятся русская голубая, бирманская, персидская, сиамская, менская и абиссинская кошки. Если у кошки хроническая почечная недостаточность, то это значит, что почки не выводят токсины из крови. Кровь в почках фильтруется при помощи нефронов. Их в почках тысячи. Причем в работе задействованы не все нефроны. Есть еще и резервные, которые включаются в работу по мере взросления кошки. При поражении почек некоторые нефроны перестают функционировать, и в работу включаются резервные нефроны. Наступает момент, когда резервных нефронов не остается вообще. Потом, по мере усиления токсического воздействия на почки, нефроны начинают отмирать. Почки кошки, хотя и работают в напряженном режиме, но справляются с этой нагрузкой. Кошка будет потреблять больше воды и, естественно, что будет больше мочиться. Одним из ключевых показателей развития хронической болезни почек есть увеличение уровня креатинина в крови. Это старый, добрый и надежный показатель. Он давно используется в ветеринарной практике. Повышение уровня креатинина в крови будет тогда, когда уже 75% нефронов не справляются со своими задачами. Причин разрушения нефронов очень много, и нет смысла сейчас все это перечислять. Это могут быть и какие-то врожденные пороки развития почек, и хронические бактериальные инфекции почек, и нарушение иммунной системы, связанные с высоким кровяным давлением. Можно еще перечислять причины, но самая главная причина возникновения хронической почечной недостаточности связана с кормлением и метаболизмом кошек. Кошка – существо плотоядное, то есть кошке необходимо много белка. Почки не только фильтруют кровь, у них много функций. Они помогают поддерживать нормальное кровяное давление, регулируя уровень натрия. Они также регулируют кальций и витамин D. Почки также выделяют гормон, называемый эритропоэтином, который стимулирует костный мозг вырабатывать красные кровяные тельца. Поэтому, когда почки не могут нормально функционировать, то многие органы и системы тоже не могут нормально функционировать из-за этого. Симптоматика может быть самой разной. Как правило, развивается она достаточно медленно, хотя могут быть и острые случаи. По международной классификации хроническая почечная недостаточность имеет 4 стадии, и каждая стадия имеет свою симптоматику и свои протоколы лечения. Я обязательно остановлюсь более подробно и на симптоматике хронической почечной недостаточности в наших последующих видео, но это будет потом. Цель данного видео – донести до владельцев кошек самую важную информацию, которая бы позволила уберечь кошек от этого опасного симптома комплекса. Что надо знать? Первое. Хроническая почечная недостаточность кошек – это один из самых распространенных симптомов комплекса у кошек. Это связано с особенностями метаболизма кошек, и рано или поздно хроническая почечная недостаточность возникает у большинства кошек. С той лишь разницей, что у одних кошек это может возникнуть после 8 лет жизни, у других это может быть и после 10 лет, а у третьих кошек это может возникнуть и в 5 лет, то и раньше. Второе. Причин возникновения этого симптома комплекса очень много. Но из практического опыта я вам скажу, что неправильное кормление занимает самую большую долю в возникновении хронической почечной недостаточности. Что такое неправильное кормление? В первую очередь это кормление кошек некачественным белком. Это может быть и некачественный белок сухого корма, например, гидролизированные отходы пищевого производства. Вот все, что не пошло в пищу для людей, может использоваться для изготовления кормов для животных. Современные пищевые технологии позволяют превращать перья, копыта и другие отходы в белок. Но я бы не рекомендовал кормить своих животных таким кормом. Это плохой белок, и он очень быстро приведет к развитию хронической почечной недостаточности. Поэтому прежде чем брать любой сухой корм, то не поленитесь изучить его состав. Сейчас много хороших сухих кормов, хотя и стоят они недешево. Вы должны понимать, что хороший сухой корм, в котором есть настоящее мясо, не может стоить дешевле мяса. Он будет стоить в несколько раз дороже мяса. И все равно,
Как на меня, мясо есть мясо. Просто для многих людей кормить сухим кормом более удобный вариант. Теперь, что касается мяса из так называемого натурального кормления. Кормить кота надо качественным мясом. Вариант постоянного кормления кота сырыми куриными головами, лапками или даже куриными потрошками – это не есть натуральное кормление в правильном его понимании. Да, иногда можно с целью разнообразия давать и субпродукты, но помните, что потрошки есть потрошки, а куриные ножки – это уже не потрошки. Кто-то мне может возразить, что я вот кормлю своего кота куриными головами и ногами, и у него нет никаких проблем. Все может быть. Каждый кот – это индивидуальное существо. Но я даю вам современные подходы, которые позволяют сохранить здоровье вашей кошки на максимально длительное время. Например, известная американский диетолог Карин Беккер рекомендует кормить кошек только высококачественным белком. К такому белку она относит мясо, которое идет в пищу для человека. Это также могут быть и консервы, которые предназначены в пищу для человека. В этом случае надо только следить за содержанием поваренной соли. Как правило, все консервы содержат повышенное количество поваренной соли, а это для кошек опасно. Как вариант, кошкам можно добавлять в пищу консервы для детей. Они изготавливаются из высококачественного мяса. Также Карин Беккер в случае хронической почечной недостаточности советует давать ветеринарные диетические консервы, так как в них содержится влага, что очень полезно для почек. Кормить кота сухими ветеринарными диетами она советует только в крайнем случае, если это единственный выбор. Понятно, что доступ к чистой пресной воде у кошек должен быть постоянно. Кормление высококачественным белком снимет огромную нагрузку с почек ваших кошек и сохранит тысячи нефронов, о которых я говорил ранее. И третье, что необходимо для своевременного выявления хронической почечной недостаточности, это бдительный мониторинг системы органов, который может выявить риски и малейшие изменения задолго до возникновения почечной недостаточности. Необходимо регулярно сдавать кровь на анализ. После 8 лет эту процедуру необходимо делать 2 раза в год. Хроническая почечная недостаточность – вещь коварная. И в возрасте после 8 лет ситуация может кардинально поменяться даже на протяжении 6 месяцев. Что касается кормления кошек, у которых выявлено ХПН, то подробно об этом я вам расскажу в одном из своих последующих видео. Это будут рецепты на основе натуральных продуктов, советы от того же доктора Карин Беккер, а также советы и опыт других зарубежных диетологов и нефрологов, а также рецепты наших заводчиков. А пока запомните вот эти 3 момента, которые я назвал выше, для того, чтобы максимально уберечь вашу кошку от возникновения хронической почечной недостаточности. Итак, суммирую. Первое. Хроническая почечная недостаточность у всех кошек рано или поздно возникает, практически всегда. Это особенность метаболизма кошек. Увы, от него погибает очень большое количество кошек. Поэтому вопрос развития хронической почечной недостаточности должен быть под постоянным контролем. Второе. Причин хронической почечной недостаточности много. Но самая распространенная причина, на мой взгляд, это кормление кошек некачественным белком. Не кормите своих кошек чем попало. Кормление должно быть качественным и сбалансированным. Третье. Регулярно сдавайте все необходимые анализы и посещайте нефролога. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим кошкам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!